Привет, друзья мои! Сегодня у нас очередная вылазка, очередные гости. Мы сегодня приехали к Олегу Петкевичу, моему давнему другу. Итак, я у него ни разу не был, и я думаю, вам тоже будет интересно, как у него выглядит участок и как у него растет виноград. Итак, погнали! Это Олег, а это его жена Наталья. Это, говорит, Олег. Проходите. Проходите. Ну, красиво! Это у тебя туйка, да? Сам садил или оно было у тебя? Это еще когда дачу построили, тогда вот ее и посадили, уже ее хочу спиливать. Уже спиливать. Может, надо было просто подрезать красиво? Ой, ты знаешь, это не тот сорт, который вот растет красиво, это обычный. Короче, знакомимся. Это Олег Петкевич. Мой уже, можно сказать, старинный друг. Года 3, наверное, его знаю. Или 4, сколько, да? Сейчас он нам покажет свои апартаменты и пенаты. Слушай, ну у тебя, так я тебе хочу сказать, цивильненько все, так, Да, ну, красивенько. Слушай, такое прям гористое место. Тут точно как в Крым куда-то попал. Склон. Вот что самое плохое, что северный склон. Поэтому оттягиваются все. Мне как курортнику со стажем, чем склоннее, тем лучше. А как для дачника, да, это, конечно, геморрой. С другой стороны, это мы уже зашли во двор, так сказать. Ну, такой вот каскадный такой у него участок. Оно так экзотично, конечно, но не очень удобно, как для садовода. Короче, погнали, показывай свою красоту неописуемую. Вот еще люди подъехали, сейчас будем все показывать, смотреть. Так, ну, это мой старичок Тукай. Тукай. Который вот никак не могу я выбросить за его великолепный вкус и за мускат его. Слушай, у тебя форма грозди другая. У меня он какой-то всегда длинненький. Смотри. Такой. Вот нормальная его форма грозди. Вот, это нормальная его форма грозди. Он уже съедобный. Ну это хорошо пыленый. Но я его держу до среды. Срок выжидания, значит, по Ордану и Луне. Поэтому не кушаем пока. На нем сделал небольшой эксперимент в этом году с гиберелином. Вот, посмотри, что получилось. Вот видишь, специально помеченная бирочка. Вот как его покрутило. Это после гиберелина? Да, абсолютно никак не повлияло на размер ягод, но изуродовало гроздь. Гораздо вот интереснее вот простые вот такие вот грозди. Пусть он даже и имеет плохое опыление, но достаточно вот этой ягоды мускатной на этой грозди, пусть даже 300 граммов. Короче, гиберелин ему не зашел. Не зашел ни на одном сорте, который я пробовал. И в теплице, и везде. А сколько примерно сортов пробовал? Кадрянка, Тасон, Памяти Домковской, Загадка Шарова. И ни на одной не пошел. Результат отрицательный. Все в худшую понятно. сторону. А может быть дозировки что-нибудь намудрил, не? Дозировки вот брал такие, которые были и рекомендованы, и которые Точилин использовал. Именно я основывался на них. Нет. Не прокатило. Ну, да. Я понял. Поэтому есть узкий перечень сортов, где он хорошо работает. А так вообще он не работает. Ну, идем дальше. Это вот первая сигналочка подарка не святая. Вот, посадил. Ну, еще. У него очень плохо глаза зреет, поэтому... Подарка не святая, да? Вот я себе посадил. Да. Вот. Это дальше переходим на мой 342, который у меня такой мелкий, который последний год здесь живет. А он у всех мелкий. Почему последний год? Ну, вместо него дынька будет. Уже растет. Тогда да. Вот. Это меня совершенно не прельщает. Очень мелкая ягода. Но я пока еще у себя оставляю, но думаю в перспективе, наверное, тоже. Ну, из-за того, что он занимает пристенок, лозы прут как сумасшедшие, а он не выдает абсолютно ничего. Я понял. Вот. Ну, здесь в конце посажен Юпитер. Слушай, а ты сделал такую ширмочку от ветра, да? Да, здесь северная сторона, поэтому для разгона весеннего, очень холодный был май, я сделал укрытие, оно немножко помогло, потому что вот как раз северная сторона и вроде бы пристенок,
А кусты страдают от того, что вот дуют северные ветра, и они вот просто пронизывают. А, все, я понял. Оно И не дает задувает никакого. как раз торцами, получается, да? Да. Ну, пошли дальше. Ну, пошли. Грушка. Грушка загляденье. Вот это вот, Листик по-моему. чистый. Ну, у тебя казацких можжевельников тут вообще и близко, я так понимаю, не растет, даже у соседей, да? Как, Здесь как, всё болело, как пока называется не еще стало- раз груша? Августовская роса. Слушай, красивый. Лист вообще По-моему, идеал. нашей белорусской селекции. Ладно, потом ты мне расскажешь, как тебе это удается. Новые посаженные молодые кусты Технари? мускатблау. Ага. Ну вот. Слабовастенько. Подожди, растут. это мускатблау? Мускатблау. Это он такой размер. У меня другая гроздь. У тебя больше похож на этот, на Маршал Фош как-то так, ягодка. У меня крупные ягодки. Я И знаю, более разрыхленная. Я знаю, здесь очень плохое место. Значит, Что вот такое? смотри. Здесь идет трасса, не знаю, подземных жителей. Вот. Одни дыры. Вот постоянно. Кроты? Вот. Видишь? Это Ага. не крот, это ничего. Вот. А что это за чудо? у Если тебя? бы кто вот это мне мог сказать, кто это? Народ, пишите в комментариях, кто это Ну, может смотри, быть. какие дыры, Прям норы. траншеи какие-то. Ну, наверное, да, что-то на Я тоже землеройке. склоняюсь к землеройке. У меня весь участок. тут. Это загадка Шарова. От Здесь птиц? северный пристенок. Здесь ничего больше не посадишь нормального. Оно нет. Дрозды вовсю жрут Мгм. недозрелую ягоду. Вот я вот сегодня закрыл. Вот прям сидят и фигачат. Она не набрала ни сахара, Не ничего. стесняются, Просто да? цвет. Ну, вот. И это вот второй куст мускатблау. Ой, третий. А знак это для дроздов? Мгм. Не реагируют нарушители? Не, не реагирует. Как надо глаз рисовать. Глаз рисовать. Так, Надо с дроби в глаз просто им стрелять уже и все. я уже думал об этом. Это первое сигнальное плодоношение на мускате дубовском. Это брат дубовского розового, Ага. гусева тоже. Хотел я его выкорчевывать. Передумал. Как только соберусь что-то выкорчевывать, сразу выдает гроздочки. А это всегда так, надо топором поугрожать Вот. рядом. Но он молодой, ему 3-й год только. Вот, Слушай, а первое места не плодоношение. маловато, тут метра полтора максимум, я смотрю. Или ты собирался типа арку какую-то делать? Здесь арка будет. Здесь будет арка. Вот, пока так, импровизированная. Со второй стороны там посажен этот молодой талдун. В этом году саженцы. Это талдун, да? Талдун, да. Ага. Мой талдун накрылся медным тазом. Ясно. Хорошо. Ну, идет талдун. Гибридная форма арабелла. Тоже гусева. От начала окрашивания. Первое сигнальное плодоношение тоже. Угу. Чуть-чуть вот стало менять цвет. А какая должна быть по цвету? Темная. Ну, такая ближе к черной, да? Темная ягода, темно-синяя. Ага. Ну, такого пограничного срока для нас. Хотя заявлен как ранний, но Мгм. не ультраранний. Но с учетом моего северного склона, конечно, будем посмотреть. Но сила роста очень хорошая. И для первого сигнального плодоношения, согласись, здесь гроздочек вот на двух плоскостях. Подожди, сколько ему? 3-й год. 3-й год. Для 3-го года очень даже неплохо. Даже второй, наверное. Не, для второго-то... Подожди, ну 2... В позапрошлом это- году посажен был черенку. Это, наверное, 3-й все-таки. Или 3-й. Скорее всего, да, 3-й. Осторожненько. Так. Чуть не поломал тебе все теплицы. Слушай, это Виктор, А что это он слабенький? а очень? потому что у него это самое, ствол скошенный и проводящее нарушено. Он Ага. в этом году у меня все равно будет идти. Вместо него цимус я сажу. Мгм. Как раз. Будешь выкорчевывать, да? Да, Я тут у выкорчевывать. товарища был, он не корчует, он все прививает в штамп. Потом ты видео Здесь посмотришь. штамп нарушен еще раз, скошенный, поэтому не во что прививаться. У основания самого. Да. А. Поэтому однозначно под выкорчевывание. Я А понял. здесь вот зайди сюда, это прямой Ух ты. Украины. О, так тут приятно находиться, я скажу. Слушай. Сетка, Дай-ка я- конечно, больше от града была в этом году. Вот это прима. Да. Вот это красота, слушай, вот это шайбы. Охренеть. Все хвалят ее. У меня в этом году я ждал сигналку, не дождался. Это Надеюсь, первое плодоношение. Я ни надеюсь, разу ни я одной ягоды не видел. блин, ну вот ягода вообще просто арбузик такой. Вот к ней
мужья хочу и посадить цимуса. Чтобы еще... А, наш, да, женский цветок, да-да-да. Ну, видишь, он великолепно опылился Да. без... Отлично. Как Супер у тебя вообще. элегант этот хорошо женским опыляется. Так Да. и В этом году, тоже. кстати, он ужасно пылился. Я его перехвалил в прошлом году, видимо. А бывает такое, да, нечего хвалить. Да. Нравится. Просто те, которые я доопылял, они как-то очень плотные были в прошлом году. Я решил в этом году вообще не заморачиваться. И херня получилась, короче. А это бывает. Тоже форма была вроде как мной уже забракована, хотя она еще не плодоносила. Но слабенько вызревала лоза. Это про это? Это Маугли. Того же Сергея Эдуардовича Гусева. Тоже вот сигналочку первого года. Слушай, красивенькая, крупненькая. Посмотрим. Должна быть тоже темная, почти черная ягода. По мускату что-нибудь Не обещает? нет? знаю, не знаю. Скорее всего, гармонии муската не обещали. Ага. Посмотрим, как. Вот. Есть и претенденты, но если он что-то выдаст мне, может быть, я оставлю его. Молодой Юпитер, посаженный в прошлом году еще. Не болеет? Болеет чуть-чуть. Прихватило. Да, чуть-чуть вот было на нем. У всех Юпитер в этом году болеет. У меня тут вроде не было, но у меня Вот красава у меня зато заболела. Ты нашел, Молодец. а я и не нашел. Видишь, только начало. А у меня фишка, я вот кому приезжаю, я сразу нахожу то, Молодец. чего не видно было. Ну вот, вот здесь тоже, это уже другой куст. Это тоже. память от Домковской, он очень болючий помиль. Слушай, но он вкусненький должен быть, да? Он должен быть готов? Можно? Не, еще он только. А я колупну, ты не против? Да, пожалуйста, Я он ж- еще зеленый. Я ж любитель говна всякого. Он кишмиш, правда, 4 класса. Он у меня идет на Не вино. готов. Ну и вкус он пока не набрал. Вот. В прошлом году сделал вино нормально. Слушай, ну он нагрузочка такая приличная, Да, тебе сказать. нагрузочку, за нагрузочку я его держу. Мгм. А Какой что ты из еще него делаешь? технарь? Какой еще технарь вытянет с одного куста? Ну, столько... Ты его на вино держишь или Да, как-то и так чисто попал? на вино. Ясно. Купаже с другими сортами, в основном вот с той же загадкой Шарова. Мгм. Конечно, сухое вино с него не фонтан особо. Я из него делаю вермут. Все равно Мгм. мои любят вермут. Мгм. Вот. А для вермута классно идет. Ну супер. Ну я не рискнул садить. У меня я Он хотел, болезненный, потом он да, очень передумал. болезненный, милдию. Хватает. И в итоге посадил Алешенькиного, не понос так золотуха, как говорится, да? Да. Вот они наравне с Алешенькой. Ну я понял, да. Домковской. Избавляться не собираешься, не? Из-за минусов, так Пока сказать. нет. Ну хорошо. Мне все-таки на вино что-то надо. Ну Чтобы понятно. здесь было. На втором участке виноградник слабоват. Это то же самое, да, или нет? Да, это две плоскости его. А, это да, с одного куста идет. Все, я понял. Так, солярис, который готовится к высадке. Ну нормально, что? Мощненький. Даже сигналочку дал. А что ты его не скинул? Вот Или решил все-таки уже так грузануть его Не, в горшок? уже Или, скоро. или проморгал? смотри, он мягкий уже, он созреет сейчас. Да. Да. Ну все, будешь вино делать. О, да, здесь получится вина добра. Ведрами. Ну, Так, ну давай показывай, что у тебя там еще. моя тепличка. Ну так вот интересный входик такой. Вниз, вниз тут по пьяни, если идти, так можно убиться, в принципе, да? Можно, да. Ну, это вас встречает школочка, где технари высажены. Это все, вот этот ряд, это все школка? Вот там не так много, 3 метра, 2,5. Это школа, где технари. Бьянка, всякие Леоны, маршалы, А куда потом будешь это регенты. высаживать? На второй участок, я же говорю. А, у тебя же еще, да? Да. Просто хотелось их разогнать хорошо, Угу. чтобы уже была и корневая, и все, я их повтыкал вот сюда. Ну а здесь вот это Нельсон. Ух ты, тоже такая ягодка хорошенькая. Кислота еще не ушла. Угу, хоть и теплится, Потому что да? я его подгрузил. Здесь больше 10 килограммов на 2 плоскостях. Неплохо, да. Короче, Ну, у обычно тебя уже- двухплоскостные. Тонисовскую проволоку используешь, да? Так, ладно, я тут пронырну тогда уже. Да, да, пожалуйста. Так, а там дальше что, кадрянка, да? Или что это? Здесь вот ромбик, который уже порезали. Вот это ромбик? Да, Ух да. ты! Вот. А я его с кадрянкой спутал. Это дай-ка. остатки вот слева роскоши. Возьми. Ой, он попробуй. мягенький. Возьми, попробуй, давно уже это сам, мы его едим. Опа, я уже тут.
М, Это Галина Антоновна Шило хвалит. Сказала, что это Вот уже такой. новое вызревание. Да то вкуснота. Боже, какой размер. Какой. Я аж косточку съел. Я даже- Косточки, От да. удовольствия. Ну, есть кости в нем, но зато он первый. Он в конце июля идет. И вот смотри, Дубовский какой у меня. Почему он у меня идет на выбраковочку? Это вообще не грозди. В смысле, ты его будешь корчевать? Да, да, да. Вот, Мы видишь? с тобой так мечтали о нем и на тебе, Да. В этом году он еще меньше ягоду дал. Не, Вот он- это самое... Ягода классная. Может быть, все-таки ему дал бы возможность, может, пока молодой, неопытный, зеленый. Он уже у меня 4-й год. Плодоношения нету. Значит, смотри. А, ты ж на год раньше меня посадил. Его по-моему, да? бьет все время лоэдема. Так. Я так А, предполагаю, у тебя ж что из-за из-за этого ухудшается фотосинтез, и ему недостаточно питательных веществ получается. Я другой пока причины не могу найти. Все нормально. Он первый поражается, вот это сам, ну, не поражается, это не болезнь, но все равно Ну, понятно. лоэдема, она все-таки изменяет структуру листа, и ну, я так предполагаю, что именно это. Не нравится ему жарко. Тут У кого в душненько открытом и грунте влажненько. Ага. он растет, вот те не жалуются, особенно в южных. Я посадил вот тупо вместо него этого самого Юпитер сюда. Вот. А, вот просто ты его так воткнул, да? Да. Вот, Тупо вместо- под лопату, я так подозреваю? Или все-таки Да. заготовил? Не, ну здесь же траншея была давно уже это самое заготовлено заложено, было, да? поэтому чисто под лопату всунул его. пускай Слушай, это ты от Минска севернее 40 километров примерно, да? Да, 45. Владичинское на направление. северо-запад. Мгм. Вот. Хорошо. Это у нас... Это у нас гелиос. Ага. Вот. А когда он окрашиваться начнет? Он по чуть-чуть там накрашивается, но он у меня вообще один из самых поздних на участке, поэтому в сентябре его срок. Ну вот смотри, вот чуть-чуть, видишь, чуть-чуть меняет цвет. Угу. Вот. Ну так, еле-еле, да. Да. Дело в том, что в эту зиму вот эти два торца с северной стороны, они у меня подморозились. Снегом не укрыл, дарнитом была здесь продуха большая. Естественно, здесь с этой стороны вот полностью все, вот, особенно на тасоне, там вообще, вон, видишь, пустые лозы, просто вот Подожди. пустота. Это что А другое? это кадрянка, это Кадрянка. последняя гроздь рукава. Тасон У меня где? смещенная Где тасон? зона плодоношения. Где-то сон, ты говоришь? Вот этот тасон перед тобой, а левее кадрянка от него. А кадрянка готова? Нет, о чем Не ты готова? говоришь? Рано еще ей. Ну, тесновато. Ты про теплицу свою говорил, мне казалось, она у тебя вообще какая-то огромная должна быть. Какой участок? Ну, Какая ну теплица? зато вон Ну, какие 5-10 лет. окна такие, ты говоришь, автоматические они у тебя, по-моему, да? Там Да, что-то- это автопроветривание. Ага. Ну, все серьезно, в общем. Сорт Володи Устинова, Гарганелла. Мгм. Итальянский винный сорт позднего срока созревания. Ну, как говорится, по приколу. Вот он. Слушай, это ж вообще Пятнадцать. какое-то крутое вино из него. Я Ну помню, да, по фильму, оно что- делается очень... значит, сладкие вина с него делают, по-моему. Вот. Ну, я так посмотреть, что как. Конечно же, он у меня не будет здесь заниматься. Это место. Здесь вместо него вот посажен. Ну ты просто Посажено- так поиспытывать его посадил, поприкалываться Ну или как? да. Ну, Володя угостил. Грех был отказаться. Да. Все правильно. Вот Миланка вместо него займет вот этот вот кусочек Пространство. шпалеры. Да. Это цинус, который будет пересажен туда в пару к премии Украины. Мгм. Кое-что попытался я привить. Вот видишь, где целлофан, да? Ну, Да, я это вижу, самое. там прививки, да. Не целлофан, а Не пошла? стрейч-пленка. Нет, это с этим самым, без пробуждения. Угу. Окулировочкой почки. Угу. Ландыша. Ландыш? И ландыш, да. А, ну он вроде только в теплицу у нас пойдет. Да, он такого срока, но у него обалденный мускат. Угу. Попробуем. Не проснется почка, значит, у меня на готове саженец, тогда уже кручено. Угу. Я то же самое сделал и на кадряночку. Ну, вот видишь, вот это не пошла прививка. Она почернела. Ну да.
вот этот щиток почернел, не пошла. Слушай, у тебя капли такие интересные. Ты просто Да, а что? загнал в землю, и так оно Я даже дозированно хотела идет. спросить, Да, что это капельницы, я сам гоняю, и тогда уже она больше идет вовнутрь, нежели увлажняет Интересно землю так. Мгм. сверху. Тасон Типа готов. абсолютно не хочет сахара набирать. Как по мне, я бы уже ел. Мой не вынес моих этих, спасибо, манипуляций. Каких манипуляций? Ну, посадила, и первый год пробыл у меня, и с зимы не вышел. Мгм. Потому что мельзю сначала, потом я его немножко передозировкой хилатом листья сбросила. Ну вот он не получилось. Резауши и тасон у меня не перезимовали. пошел. Мгм. Да. Это вот второй кандидат на выбывание, это Каталония. Она вообще в этом году вот не хочет ни окрас набирать, ни вызревать. Я тебе Хотя свою Каталонию половина- покажу. У меня вообще шикарно. Попадал. В открытом грунте. Она только что это самое не треснула. А так? И А только- в прошлом году ты говорила, она трещала, да, по полу? Да, она трещит обалденно, она Теплица. трещит, вот хвостики у нее все время раскрываются. Ну, размер, я тебе хочу сказать, неплох. Размер неплох, и вкус у нее неплох. Ты знаешь, вот сейчас я смотрю и трогаю, вот один в один, как у меня сейчас, на сегодняшний день в открытом грунте. Ну, так вот. Но у меня все-таки южнее на 40, у тебя севернее, и того 80 разбежка, наверное, все-таки разница какая-то есть. Ну, вот дальше у нас идет кадрянка. Трудяга, которая вытягивает и по 20 Где килограммов. кадрянка? Где кадрянка? Вот. Ой, кадрянка. Аркадия. Ага. Пардон. Аркадия. Ну. Аркашка размягчается уже. Хорош. От Аркашки не будешь избавляться, не? Нет, ни в коем случае. Вот, видишь, есть люди, Ни в которые коем собираются корчевать, говорят, не идет. Она никогда не подводит. Ни по болезням, ни по чем. Это Байконур. Нет, подожди. Это Байконур. Вот это оно. Тоже красавчик, который меня вообще устраивает по полной программе. Опыление всегда шикарное. Гроздь. Вот, тоже. Ну, вроде хорошая, да. Сентябрьский, вот, вторая половина месяца. Слушай, ну тесновато вот это как-то. Ну так а что ж ты хочешь? Да хотел, чтобы тут футбольное Да, поле конечно. было. Я же не имею таких участков, как Дубовский там или Пинские наши все. Да, ну, с половиной надо работать соток. над этим. Не, для меня достаточно. На вот этих 50 метрах Ага. квадратных я имею вот Более чем. более чем. Угощаю всех. Поэтому плюс еще открытый грунт. Поэтому, ну вот, Аркашка, она, ну никак. Она не может. Не нравится она и вкус, и Ну, форма, мускат и набирает, всё опыление. нормально, да? Да, великолепно. Все. Ну, молодец. Тут я с тобой солидарен. По краям еще не пересаженные технари, которые должны были весной пересадиться. Вот. У тебя И супер здесь, плотная и посадка. это кажется. Убери вот это, убери огурцы, которые, да, вот эти. Угу. Вот. Здесь нормально, но плотновато, да. Я смотрю, тут у тебя Вот две плоскости. все серьезно, да? Ну, капельный полив здесь на все, на вторую теплицу, Помидоры, что там, Голуби. голуби. Ё-моё. виноград. Все серьезно. Я через каплю кормлю кусты. Угу. А ты же еще ямы как-то там, что-то продухи какие-то там замудренные делал изначально. А, Да, пошли на воздух. ну, смотри, вот, видишь забор от конька жаркого воздуха, можешь туда отойти, посмотришь, там вентилятор. Ты про трубу эту? Дополнительный, да. Ага, вижу. Вот он забирает отсюда самый жаркий воздух, Ага. прогоняет его под землей, заложено под землей 50 метров гофрированной дренажной трубы. Угу. И вот там в конце с торца, если пройдешь, увидишь слева и справа стоят вентиляторы от кулера обычного компьютерного, который уже охлажденный воздух. А, вот оно, да? Да, Вот. да. Вот выгоняет. И то же самое вот со второй стороны вот там. Все, понял. Вот. И вывод работает все-таки. Немного работает, конечно, хотелось бы более это. Но не то, что ожидал, да? Да, ну появился еще один такой этот самый интересный побочный, как говорится, эффект. Ага. Дополнительный полив корням винограда.
Дело в том, что вот с этой дренажной трубы, она с отверстиями. Ага. Вот. И воздух, конденсируясь под землей, выливается в качестве влаги. Ага. Корни идут туда и питаются. То есть, Короче, там влажность. да, это практически как капельный полив. Ягода меньше трещит, Мгм. меньше подвержена вот этим перепадам сухости воды. Мгм. То есть у корней всегда есть где попить, грубо говоря. Все понятно. Может быть, из-за этого у тебя трещит Каталония, не? Может как-то быть? Да нет, нет. У меня у друга нету никаких этих. Не, ну хотя не дренажа, она же у ничего. тебя одна тут только трещит, остальные нормально? Да? Ну, ясно. Ну, значит, не судьба ей. Классно. Короче, Нельсон, ты в восторге от него, да? Да, он, видишь, я тоже были вот эти воздушные корни пущены. Я вот его прикопал, вот этот отводочек сделал. На следующий год матери туда посажу его. Без вопросов. Во-первых, мне нравится, что у него листья не огромные. То есть, даже если вот по 15-20 сантиметров, здесь загущенности, вот самая минимальная загущенность это у Нельсона. Ты же видишь. Если вот там убрать вот эти технари заднего плана, то вообще. Вот. Ясно. Не болеет, не трещит. Ну только для теплицы, на улице не посадить. Великолепно пойдет для улицы. Да. Великолепно. Он ранее, он сразу после ромбика у меня идет. Слушай, а Иногда как два. ты чеканишь? Как То есть ты вот то, вообще? что я Как ты потом- подвязываешь? Ты что, лестницу берешь или что? Иногда Просто- лестница, иногда Я ж этим вон, самым. я не достаю ни хрена. Есть такой секатор, да? Длинный. Вот есть такой, есть с этими самыми. Ага. с удлиненными. Хорошо, а подвязываешь как? Ну я один Стель. раз прошелся с лестницы, подвязал и все. Все понятно. Фиг на него. Блин, ну высота, конечно. Сколько? 3 метра? Ну да. Понятно. Ну так надо же где-то нагрузку из чего-то брать. Черпать. Ты ж посмотри. Ну вот. Ну что, лоза не тянет? Тянет. Ага, ну да. Ладонячка. Почему не дать ему чуть-чуть вырасти? На одном кусту есть вот огромные длинные такие, а есть коротыши побеги. Это плохие почки были. Ну, Плохие но почки, они завязали которые... виноград, убирать его, да, лучше? Или можно дождаться? Можно дождаться, он за счет Если соседнего у вас будет. есть нормальные побеги с подписку брать. толстой лозой, Да, есть. оставляйте. То есть на Вставляете. маленьких этих тоже Да, не страшно вставляете. оставить. Если сам побег этот не прокормит, то прокормят соседи. Помогут соседи. Да. Нормально. У меня тоже такие проскакивают, Ну, вот ничего они страшного. мне, например, на зиму не нужны. То есть они вытянули эту гроздь, но я их убрала и все. Ну и все, да. Бывает вообще без точки роста, и то вытягивают. Нет. Короче, знаешь, в чем фишка тут довольно опасная? Да. Когда поворачиваешь, рука машинально его газу Да, дает. надо выключать, если это сам, потому что что он переставляешь, начинает, и там если можно вот завалиться, да. чуть-чуть это, он начинает двигаться. Реально, просто поворачиваешь, оно ты непроизвольно вот так Мы вот. уже- Мы же это увидели. Да. Я даже сразу не понял, что это он скачет. Потом думаю, блин, а у меня ж рука немножко дергается. Конек. Олег от нас пытался скрыть помидорную теплицу. Но его спалили. Вот этот очень хороший сорт Любаша называется. Любаша. Очень, мне очень нравится. Они, во-первых, Ну это же все тепличное, а Светка, она не герой теплицы ставить. этот, где хочешь расти. Блин, это гранат. Это гранат, ты обманываешь, ты выращиваешь гранаты. Здесь крупные я посадила, а вот это Ну вот, народ, закончилась очередная экскурсия. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие обзорчики. Если нравится, то в принципе будем по гостям ездить дальше. Все, всем удачи, пока, подписываемся на канал, ну и т.д. и т.п. Сами знаете, что делать.